Степан Васильевич осенью похоронил жену. Вместе они прожили больше 30 лет, и после ее ухода квартира будто опустела. Все осталось на своих местах, чашки, фотографии, старое кресло у окна, но жизнь из этого пространства словно ушла. Ему было за 80, выходил он редко, только в магазин или аптеку. Соседи были в основном молодые, занятые своими делами, и разговоров почти не случалось. Дочь с внуками приезжали, но не часто. У них работа, учеба, свои заботы. Единственным местом, где старик чувствовал хоть какое-то движение жизни, стал балкон. Маленький, с облупившейся краской, он заменял ему целый мир. Там стояла старая скамейка, на которой они с женой когда-то сидели вместе. Теперь Степан Васильевич выходил туда каждый день. Он наблюдал за двором, знал привычки соседей, замечал мелочи. Когда ему махали рукой, он улыбался в ответ, и в такие моменты одиночество отступало. Чтобы занять себя, он сделал кормушку для птиц. Сначала прилетали воробьи и голуби, потом синицы, иногда даже снегири. Старик аккуратно собирал крошки, остатки еды и кормил их. Это стало его маленьким ритуалом. Но однажды все изменилось. Он заметил, что миска с кашей перевернута, не воробьи, слишком тяжелые. Тогда он стал наблюдать внимательнее и вскоре увидел большого черного ворона. Птица держалась уверенно, даже немного дерзко. Сначала садилась поодаль, долго смотрела, будто изучала человека. Потом начала подлетать ближе. Так между ними началась странная дружба. Ворон прилетал каждый день, стучал клювом по подоконнику, словно звал. Степан Васильевич оставлял ему еду: хлеб, кости, кусочки яблок. Со временем птица перестала бояться и даже стала брать еду прямо из рук. Старик ждал этих встреч. Он разговаривал с вороном, как с живым собеседником, делился мыслями, вспоминал прошлое. И хотя ворон не отвечал словами, его присутствие заполняло пустоту. Однажды утром произошло нечто странное. Степан Васильевич услышал знакомый стук, открыл окно, и ворон уронил на подоконник небольшой блестящий предмет. Сначала старик не придал этому значения, но, взяв находку в руки, он замер. Это было кольцо. Он надел очки, поднес его ближе к свету и почувствовал, как у него дрожат руки. Это было то самое кольцо, которое он много лет назад подарил своей жене, серебряное, с гравировкой. Оно давно считалось потерянным, он не мог поверить. Сидел, долго держал его в ладони, вспоминая все. Их жизнь, разговоры, смех. В голове крутилась одна мысль: как? Откуда? Случайность ли это? Или что-то большее? С этого дня он стал смотреть на ворона иначе. Не просто как на птицу, а как на связь с чем-то важным, личным. Прошла зима. В конце февраля Степан Васильевич тяжело заболел. Сил не было ни на что. Он перестал выходить на балкон, перестал кормить птиц. Иногда сквозь сон он слышал стук. Ворон прилетал, звал его. Но старик не мог подняться. Со временем стук исчез. Когда болезнь отступила, он вышел на балкон. Но было тихо. Птицы прилетали, но ворона не было. Он стоял, опираясь на перила, и тихо сказал: «Прости, друг». Весной дочь увезла его на дачу, в тихую деревню, где у них с женой был дом. И вот однажды утром он снова услышал знакомый звук: стук, карканье. Он вышел во двор и увидел ворона. Тот сидел на дереве и смотрел прямо на него. Степан Васильевич даже растерялся. Нашел все-таки. Через несколько дней ворон прилетел уже не один, с подругой. Они начали строить гнездо неподалеку. Старик наблюдал за ними и впервые за долгое время чувствовал не пустоту, а спокойствие. Кольцо он больше не снимал и теперь уже не пытался объяснить случившееся логикой. Иногда человеку важнее не понять, а просто принять.